Загадки пустынь. Представьте себе бескрайние пески, где время, кажется, застыло. Пустыни — это не просто безжизненные просторы, а хранилище тайн, которые древние цивилизации оставили нам в наследство. В этих суровых условиях, где выживание само по себе подвиг, люди создавали монументальные сооружения, которые до сих пор ставят в тупик ученых. Кто их построил? Зачем? И почему именно в пустынях? Сегодня мы отправимся в путешествие по 10 самым загадочным мегаструктурам, спрятанным среди песков, чтобы раскрыть их секреты и поразиться гениальности наших предков. Это не просто камни и линии на песке, это ключи к пониманию человеческой истории. Погрузимся в эту тайну вместе. Первое. Пирамида в Иудейской пустыне, Израиль. Начнем с Иудейской пустыни, где в 1980-х годах археологи наткнулись на странное сооружение, похожее на пирамиду. Это массивная структура, датируемая эллинистическим периодом, примерно 200-й год до нашей эры. Высота около 10 метров, сложена из грубо обработанных камней. Но что это? Сторожевая башня, как предполагают некоторые, погребальный монумент. Или, может, ритуальный центр. Интересно, что вокруг пирамиды нашли свитки, монеты, оружие и даже ювелирные изделия, что намекает на ее важность. Но вот загадка. Зачем строить такую сложную конструкцию в пустыне, где ресурсы ограничены? Некоторые ученые считают, что это могла быть часть укрепленной линии, связанной с военными кампаниями. Другие настаивают на религиозном значении, связывая ее с традициями захоронений того времени. Представьте, в раскаленной пустыне, где каждый глоток воды на вес золота, люди таскали тонны камней, чтобы возвести эту пирамиду. Это заставляет задуматься, что было настолько важным, чтобы пойти на такие жертвы. Возможно, ответ кроется в тех самых свитках, которые все еще ждут полной расшифровки. Вторая. Стоунхендж, Гоби, Китай. Перенесемся в пустыню Гоби, где на бескрайних просторах Монголии и Китая раскинулись сотни каменных композиций, которые местные называют Стоунхендж Гоби. Это не одно сооружение, а целый комплекс из тысяч камней, выложенных в круги, спирали и другие узоры. Возраст около 4000 лет. Эти структуры настолько загадочны, что ученые до сих пор спорят о их назначении. Одна из теорий – астрономическая. Камни, возможно, указывали на ключевые точки восхода и заката Солнца, помогая древним кочевникам ориентироваться во времени и пространстве. Другая гипотеза – ритуальная – поклонение Солнцу или духам предков. Но вот что интригует. Некоторые круги расположены так, что их можно увидеть только с высоты. Для кого они были созданы? Интересный факт. В Гоби нет постоянных поселений того времени, только следы кочевых племен. Как эти люди, живущие в движении, сумели организовать такой масштабный проект? Это как если бы современные туристы, путешествуя с палатками, решили построить собор. Это заставляет задуматься о том, насколько сложной была их культура, которую мы, возможно, недооцениваем. Третье. Напта-Плая. Нубийская пустыня, Египет. Теперь отправимся в Нубийскую пустыню, где находится, возможно, древнейший астрономический комплекс в мире – Напта-Плая. Ему более 11 тысяч лет, что делает его старше египетских пирамид и даже Стоунхенджа. Это круг из вертикальных камней, который, как считают ученые, использовался для наблюдения за звездами. Но вот что поразительно. 11 тысяч лет назад в этой пустыне была саванна, полная жизни. Люди, жившие здесь, были не просто охотниками-собирателями, а создателями сложной культуры. Камни Напта-Плая выровнены так, что указывают на созвездия, которые были важны для этих людей, возможно, для определения времени посева или миграции животных. Интересная деталь. Рядом с кругом нашли захоронение коров, что говорит о ритуальном значении этих животных. Может, коровы были символом богатства или даже божествами? Это открывает окно в мировоззрение людей, которые жили задолго до первых цивилизаций. Но почему они покинули это место, когда пустыня начала наступать? И как их знания о звездах растворились во времени? Напта-Плая – это как письмо из прошлого, которое мы только начинаем читать. Четвертое. Геоглифы Соноры, США. Мексика. Теперь к геоглифам Соноры, которые разбросаны по пустыням на границе Соединенных Штатов Америки и Мексики. Это гигантские изображения людей, животных и геометрических фигур, созданные более 1000 лет назад. Их размеры поражают. Некоторые фигуры достигают десятков метров. Но вот вопрос, зачем? Одна из теорий – ритуальная.
Возможно, эти изображения были частью церемоний, связанных с плодородием или духами. Другая версия – они служили ориентирами для торговых путей. Интересно, что геоглифы Соноры менее известны, чем линии Наска, но не менее сложны. Их создавали, убирая верхний слой почвы, чтобы обнажить более светлый грунт. Это требовало невероятной точности и координации. Мало кто знает, но некоторые геоглифы изображают сцены охоты или танцев, что намекает на богатую мифологию. Представьте, сотни людей, работающих под палящим солнцем, чтобы создать картину, которую, возможно, никто не увидит целиком. Это заставляет задуматься, были ли эти геоглифы посланием для богов или для будущих поколений. 5. Линии Наска, Перу. Нельзя говорить о пустынных мегаструктурах, не упомянув линии Наска. Эти гигантские геоглифы, созданные около 2000 лет назад, включают изображения колибри, обезьян, пауков и даже загадочного астронавта. Их масштаб ошеломляет. Некоторые фигуры простираются на сотни метров. Назначение линии остается загадкой. Астрономическая карта? Ритуальные пути? Или, может, способ общения с небесами? Одна из самых смелых теорий, что линии были созданы для инопланетян, хотя ученые это отвергают. Более правдоподобная версия – они связаны с водой, жизненно важным ресурсом в пустыне. Некоторые линии указывают на подземные источники. Интересный факт. Геоглифы Наска сохранились благодаря уникальному климату. Здесь почти не бывает дождей. Но это же делает их создание еще более удивительным. Как люди, не имея технологий, создавали такие точные фигуры, видимые только с воздуха. Это как если бы мы сегодня рисовали портреты на Марсе, не поднимаясь в космос. Линии Наска – это вызов нашему пониманию древних культур. 6. Мустатили, Саудовская Аравия. Перенесемся в Саудовскую Аравию, где в пустыне нашли мустатили – прямоугольные каменные сооружения, которым около 7000 лет. Их сотни, и они считаются одними из древнейших ритуальных комплексов в мире. Мустатили – это стены из камней, иногда длиной в сотни метров, образующие дворы. Внутри находили кости животных и даже человеческие останки, что намекает на жертвоприношение. Но вот что интригует. Мустатили расположены в труднодоступных местах, где нет ни воды, ни поселений. Зачем строить такие монументы там, где никто не живет? Одна из теорий – это были места паломничества, куда люди приходили, чтобы соединиться с предками или богами. Другая версия – мустатили отмечали границы территорий. Интересно, что эти сооружения были обнаружены совсем недавно, благодаря спутниковым снимкам. Это напоминает нам, что пустыни все еще скрывают тайны, которые мы только начинаем открывать. 7. Каменные памятники Западной Сахары. В Западной Сахаре среди песков разбросаны тысячи каменных структур – круги, спирали, курганы. Их возраст от 3000 до 5000 лет, но их назначение остается загадкой. Захоронение, места поклонения или что-то еще. Эти памятники настолько разнообразны, что ученые называют их библиотекой форм. Некоторые напоминают миниатюрные пирамиды, другие – сложные лабиринты. Интересно, что рядом с ними почти не находят артефактов, что делает их изучение еще сложнее. Может, эти структуры были частью космологии, отражая представления древних о мироздании? Или это были маркеры для кочевников, указывающие на безопасные пути? Их разнообразие и масштаб говорят о том, что за ними стояла сложная культура, о которой мы почти ничего не знаем. Это как пазл, где у нас есть только половина кусочков. 8. Древние жаровни в пустыне Мохаве, США. Теперь к пустыне Мохаве, где коренные народы оставили сотни каменных жаровин, использовавшихся для приготовления агавы. Это не просто ямы для огня, а сложные конструкции, датируемые 1000–2000 лет назад. Агава была основой жизни в пустыне. Из нее делали еду, напитки, даже ткани. Жаровни строили так, чтобы тепло распределялось равномерно, что требовало инженерных знаний. Но вот что интересно. Некоторые жаровни расположены в местах, где агавы почти нет. Зачем? Одна из гипотез – ритуальная. Возможно, приготовление агавы было не только бытовым, но и священным актом. Другая версия – жаровни служили для торговли, где племена обменивались продуктами. Это заставляет задуматься, как культура, зависящая от выживания, находила время для таких сложных традиций. Жаровни Мохаве – это напоминание о том, что даже в пустыне жизнь была полна смысла и красоты. 9. Геоглифы Атакамы, Чили. В пустыне Атакама, одной из самых сухих на планете,
найдено более 5000 геоглифов, созданных между 600 и 1500 годами нашей эры. Эти изображения, люди, животные, караваны, вырезаны на склонах холмов. Но зачем? Ученые считают, что геоглифы Атакамы могли быть ориентирами для торговых путей, связывающих оазисы. Другие видят в них ритуальное значение, возможно, связанные с поклонением горам. Интересно, что некоторые геоглифы изображают лам, которые были ключевыми животными для транспортировки грузов. Мало кто знает, но геоглифы Атакамы – это не просто рисунки. Некоторые из них – это целые системы троп, ведущих к источникам воды или местам отдыха. Это как древняя версия Google Maps, созданная без технологий. Как люди в пустыне, где каждый шаг – это борьба, создавали такие сложные системы. Это свидетельство их невероятной изобретательности. 10. Структура Решат, Мавритания. И, наконец, структура Решат, или глаз Сахары. Это гигантское геологическое образование диаметром 50 километров, видимое даже из космоса. Долгое время его считали кратером от метеорита или даже потерянной Атлантидой. Сегодня ученые знают, что это результат эрозии, но загадка остается. Почему структура такая симметричная? Ее кольца, похожие на мишень, заставляют задуматься о ее возможном культурном значении. Некоторые местные племена считают ее священным местом. Интересный факт. Структура Решат помогала астронавтам ориентироваться в космосе, как естественный маяк. Но что видели в ней древние? Может, они считали ее следом богов или космическим знаком? Даже если это всего лишь геология, ее масштаб и красота заставляют чувствовать себя частью чего-то большего. Наследие пустынь. Эти 10 мегаструктур – не просто камни и линии. Это свидетельство человеческой изобретательности, веры и стремления оставить след в вечности. В пустынях, где выживание – это вызов, люди создавали нечто, что пережило тысячелетия. Они напоминают нам, что даже в самых суровых условиях человечество способно на великие свершения. Но главное, эти сооружения продолжают задавать вопросы. Кто были эти люди? Что они пытались сказать? И сколько еще тайн скрывают пески? Возможно, ответы ждут нас в следующей экспедиции. А пока делитесь в комментариях, какая из этих структур вас удивила больше всего. И подписывайтесь, чтобы не пропустить новые путешествия в мир загадок прошлого.